Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Предлагаю вам связать вот такой красивый овальный коврик Флора. Узор коврика мне напоминает растительный узор цветка. В центре связан рельефный узор, как будто из тычинок, и по краям располагаются рельефные листья или лепестки. Узор коврика выразительный и отлично подходит для овальной формы. Коврик, кстати, можно вязать на любую длину. У меня овальный ковер связан в длину 85 сантиметров, а в ширину составляет 62 сантиметра. Я вязала из полиэфирного шнура диаметром 3 миллиметра. На вязание этого коврика у меня ушло примерно 550 метров шнура. Вы можете использовать любые другие материалы для вязания, и в зависимости от плотности вязания, конечно, у вас будет свой расход пряжи. Дорогие рукодельницы, мастер-класс вязания коврика поделен на две части. В первой части показываю, как связать центральную часть. А во второй части идет обвязка коврика узором рельефных листьев до 25 ряда. Также для вашего удобства я под видео оставлю тайм-коды для перехода вязания к нужному моменту. Поэтому воспользуйтесь этими тайм-кодами. Также в подсказке и будут внизу под видео ссылки на первую и на вторую часть мастер-класса этого коврика. Дорогие рукодельницы, не забудьте поставить лайк и пишите комментарии, понравился ли вам данный коврик. Спасибо за внимание, легкого вам вязания, до новых встреч! Дорогие рукодельницы, я начинаю вязать коврик крючком, и вначале, конечно же, расскажу о материалах. Я буду вязать коврик из полиэфирного шнура толщиной 3 миллиметра. И смотрите, я сразу запаяла кончик шнура, так как этот шнур очень легко распускается. Вот смотрите, есть вот у меня из центра вытянула конец, и здесь вот уже он очень легко распускается. Чтобы шнур не распускался, нужно либо прозрачным клеем склеить здесь кончик шнура, либо поджечь его и запаять вот эти вот нити. Я использую сразу большой моток, у меня здесь 500 метров, можно даже приобрести шнур намоткой 900 метров, и тогда вы будете вязать коврик без обрыва нити. Ну, конечно, если вы будете покупать несколько мотков с намоткой, допустим, 100 метров, то вам придется в процессе вязания коврика делать соединение шнура. Шнур можно как склеивать, сшивать, делать узелки, где-то маскировать их, конечно, чтобы не было заметно. Итак, крючок я использую номер 6. Можете вязать коврик из любого материала. Это может быть полиэфирный шнур диаметром и 5 миллиметров, шнур с сердечником. Это может быть какая-то толстая пряжа, допустим, даже толстая шерстяная пряжа тоже подойдет для вязания ковриков. Итак, начинаю вязание. Будет овальный коврик, и для начала овального коврика набираю цепочку начальных петель. И в итоге длина коврика будет зависеть от того, какой длины вы наберете начальную цепочку. Общая длина овального коврика будет длина начальной цепочки плюс ширина коврика. Ширина коврика будет зависеть, конечно же, от плотности вашего вязания, от того, какой вы крючок материала используете. Под видео я в описании оставлю размеры своего коврика именно из этих материалов, которые я показала. Итак, набираем начальную цепочку, причем количество петель должно делиться на 3. Я наберу 30 воздушных петель.
Я набрала начальную цепочку 30 воздушных петель и плюс еще для вязания первого ряда набираю 3 воздушные петли. И далее первый ряд вяжу столбиками с одним накидом. В четвертую петлю от крючка ввожу крючок и провязываю первый столбик с одним накидом. Далее по начальной цепочке вяжу 30 столбиков с одним накидом. Закончив вязание первого ряда, который состоит из 30 столбиков с одним накидом, далее перехожу к вязанию второго ряда, и второй ряд уже будет круговой ряд, при котором мы обвязываем вот этот первый ряд из столбиков. И для этого вначале я поворачиваю работу и здесь набираю 2 воздушные петли подъема. Далее ввожу крючок вот во вторую петельку, провязываю только накид, вновь делаю на крючок накид, ввожу крючок в следующую петлю, делаю накид и далее провязываю общую вершину. Набираю 2 воздушные петли. Далее повторяем раппорт вязания. Из следующей петли провязываем только накид как основание столбика. Из второй петли провязываем только накид, основание второго столбика. Из третьей петли провязываем только накид, это основание третьего столбика. Далее провязываем общую вершину этих 3 столбиков и набираем 2 воздушные петли. Повторяем эти действия, и всего по одной стороне необходимо провязать вот 10 таких элементов через 2 воздушные петли. Итак, провязываем вот такие вот столбики, 3 столбика с общей вершины через 2 воздушные петли до конца одной стороны. Я закончила вязать по одной стороне узор и провязала вот 10 таких элементов. После последней вершины столбиков провязываю 2 воздушные петли. Теперь узор будут вязать на торце. Смотрите, если вы набирали больше цепочку, то есть кратно 3 петлям, то вы просто делаете больше повторений узора. По сути, даже если вы будете очень длинный вязать коврик, вы будете выполнять все те же самые действия, просто у вас будет по сторонам больше повторений узора. По торцам будет то же самое вязание. Вот, отметьте это, и вы можете даже заметить столбики, которые начинаем вязать по торцам, и по торцам как будет расширяться узор. И теперь смотрите, на торце вводим крючок. Вот здесь за край, здесь было 3 воздушные петли в начале вязания с этой стороны, а здесь мы будем вводить крючок вот за боковой столбик. И провязываем также в начале 3 накида, вводя крючок вот за боковой столбик, затем общую вершину и 2 воздушные петли. И всего здесь на торце необходимо провязать 4 таких элемента. Вот 3 основания я провязала, затем общую вершину и 2 воздушные петли. И так еще 2 раза. Можно вот эти столбики так сдвигать, уплотнять. Не забудьте выполнять 2 воздушные петли как промежуток между вершинами. Итак, заканчиваю вязание последнего элемента, 2 воздушные петли,
И далее я перехожу на вязание по нижней стороне начального ряда. И здесь, смотрите, здесь не так явно видны петельки, как сверху, поэтому вводим крючок вот в промежуток. Раз, два. И вот в третье основание. 3 основания столбика провязаны, общая вершина, 2 воздушные петли. По сути, у нас с двух сторон вот эти вот элементы должны располагаться друг над другом. Итак, по второй стороне тоже повторяю узор 10 раз. Я заканчиваю вязание второго ряда. Смотрите, я по второй стороне тоже провязала вот элементы, как 3 столбика с одной вершиной через 2 воздушные петли. Мне только осталось связать узор на торце. Вот после бокового элемента делаю 2 воздушные петли, и здесь ввожу крючок вот за боковой столбик первого ряда, и на основе бокового столбика провязываю вот 3 накида, как 3 основания столбика. Далее провязываю общую вершину и 2 воздушные петли. И здесь на боковой стороне тоже 4 повторения всего делаю. Вот второй раз. 3 основания, общая вершина, 2 воздушные петли. Сдвигаю вот основание столбиков, чтобы появилось место для вязания новых, и провязываю еще 2 таких элемента. После четвертого элемента делаю 2 воздушные петли и заканчиваю ряд вот в вершину, получается, столбиков, связанных вместе с соединительным столбиком. Начинаю вязать третий ряд, и при переходе на третий ряд вот из арочки 2 воздушных петель делаем соединительный столбик. И вместо первого столбика набираем 3 воздушные петли подъема. И из первой арочки провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Далее переходим на вязание на следующей арочке и провязываем уже 3 столбика с одним накидом. Да, и далее по стороне из каждой арочки будем вязать по 3 столбика с одним накидом. Провязываем вот по стороне по 3 столбика с одним накидом, но вот на торце, на арочках, которые идут на закругление, будем вязать по 4 столбика с одним накидом, чтобы сделать расширение при закруглении кругового ряда. Пока я провязала столбики по одной стороне, дошла до закругления. Здесь вы видите те столбики, которые провязаны на торце. Из арочек вот одна арочка, вторая арочка и третья арочка. На этих арочках мы будем вязать по 4 столбика с одним накидом. И здесь можно отметить вот первую петлю, как петля, которая первая участвует в узоре на торце вязания. И здесь провязываем 4 столбика с одним накидом. Вот получается 4 столбика провязываем, еще 4, еще 4, и здесь уже будет 3 столбика. Последнюю петлю здесь тоже отмечу маркером, то есть первая петля и последняя петля на закруглении. Итак, я провязала
столбики по 4 столбика на торце. И здесь отмечаю вот последнюю петлю. И далее уже из арочек вяжу по 3 столбика по второй стороне. Итак, я провязываю по стороне по 3 столбика. И здесь при закруглении тоже на 3 арочках провязываю по 4 столбика с одним накидом. Заканчиваю вязать третий ряд. И здесь после закругления, смотрите, я отметила тоже первую последнюю петлю, где вязала столбики по 4. И в последней арочке вяжу 3 столбика. И завершаю круговой ряд соединительным столбиком вот в третью петлю подъема. Далее набираю 3 воздушные петли плюс 2 воздушные петли уже по ряду, то есть первые 3 воздушные петли вместо первого столбика, 2 воздушные петли для узора. Далее пропускаю вот 2 петли по ряду. И в следующую петлю, заметьте, это первая петля вот из группы 3 столбиков, провязываю столбик с одним накидом. Далее идет чередование 2 воздушные петли и через 2 воздушные петли в следующую столбик с одним накидом. 2 воздушные петли и через 2 петли в третью провязываю столбик с одним накидом. И так я вяжу по стороне до отмеченной петли в таком ритме. Провязав столбики вот эти с ячейками по одной стороне, смотрите, здесь пропускаю 2 петли и как раз в петлю, отмеченную маркером, это начало закругления, провязываю столбик с одним накидом. Далее набираю 2 воздушные петли и следующий столбик на закругление вяжу через одну петлю, то есть делаем здесь меньше пропусков, чтобы сформировать расширение для закругления. Вновь 2 воздушные петли, пропускаем одну петлю и в следующую вяжем столбик с одним накидом. Итак, вяжем на закругление уже в другом ритме с прибавлениями. И здесь провязываю вот столбик, получается, через одну петлю, далее 2 воздушные петли. И здесь провязываю столбик тоже через одну петлю и как раз попадает в первый столбик из группы 3 столбиков 2 воздушные петли. И далее уже вяжу по стороне, то есть уже я вышла за маркер. Здесь пропускаю 2 петли и в третью петлю первая петля группы столбиков предыдущего ряда. И так вяжу до следующего закругления. Здесь делаю точно такие же прибавки. Заканчиваю вязать 4-й ряд. И здесь после 2 воздушных петель делаю соединительный столбик в третью петлю подъема и перехожу к вязанию 5-го ряда. Смотрите, теперь вводим крючок вот в первую арочку и провязываем еще один соединительный столбик и набираем 3 воздушные петли вместо первого столбика с одним накидом. Далее из арочки провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Далее делаем на крючок 2 накида и заводим крючок вот за первую ножку перед группой связанных столбиков. Здесь у нас было 3 воздушные петли и провязываем как рельефный столбик с 2 накидами впереди работы. 2 накида и вершина столбика. Далее делаем на крючок 1 накид
И переходим к вязанию на следующей арочке. Провязываем на следующей арочке 3 столбика с одним накидом. После делаем 2 накида на крючок, вводим крючок впереди работы, вот за ножку столбика за связанными столбиками, и провязываем 2 накида и вершину рельефного столбика. И получается, вот рельефные столбики располагаются под углом перед связанными столбиками, 3 столбика с одним накидом. Итак, повторяем. Вяжем из каждой арочки 3 столбика с одним накидом и рельефный столбик. Вяжем на ножке столбика, вот, который находится за 3 столбиками с одним накидом. Провязываем рельефный столбик с 2 накидами. И здесь вяжем по кругу это повторение без прибавок по закруглениям по боковым сторонам. То есть здесь не будет расширения по закруглениям. Вот повторяем одни и те же действия. Заканчиваю вязать 5-й ряд, и здесь после рельефного столбика, вот он связан на последней ножке столбика на ряд ниже, делаю соединительный столбик вот в 3-ю петлю подъема. Далее набираю 2 воздушные петли, делаю на крючок 2 накида, и теперь в начале вяжем рельефный столбик, причем вводим крючок за вершину рельефного столбика, вот, который был связан после столбиков с накидом. И провязываем 2 накида, вершину этого столбика. После делаем на крючок накид и вяжем 1-й столбик с одним накидом вот на 1-й петле. И далее 2-й столбик с одним накидом вяжем на вершине вот 2-го столбика предыдущего ряда и 3-й столбик с одним накидом. И получается вот такой зигзаг, рельефный узор. Вновь делаем 2 накида, вводим крючок за вершину рельефного столбика, провязываем 2 накида, вершину рельефного столбика, здесь наклон уже идет другой, и после рельефного столбика провязываем столбики с одним накидом, вводим крючок вот в 1-ю петлю, столбик с одним накидом, вершину 2-го столбика предыдущего ряда и вершину 3-го столбика предыдущего ряда. И повторяем этот узор. Но в этом ряду, в 6-м ряду, по боковым сторонам, по закруглениям необходимо будет сделать прибавление. И я вам сейчас покажу, какие. Я довяжу до... Сейчас покажу место. Так, закончила раппорт. И здесь я довязываю, смотрите, вот у меня отмеченное маркером место, где выполняла я столбики при закруглении, прибавляла столбики. И здесь довязываю вот как раз вот до начала раппорта узора. Здесь буду провязывать раппорт с прибавлениями в узоре по закруглению. И вот это вот место у меня будет с прибавками. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 или 7 раппортов. Итак, дорогие друзья, я довязала до закругления. Вот смотрите, здесь у меня отмеченное маркером
место, где я делала прибавки столбиков, и поднимаюсь вверх, как раз дохожу до начала раппорта, где мне необходимо сделать расширение для закругления. И здесь я буду вязать, вот в начале делаю столбик рельефный с 2 накидами, а за столбиком, если я здесь по стороне провязывала 3 столбика с 1 накидом, я буду провязывать 4 столбика с 1 накидом. И здесь можно сделать прибавку в любом месте. Вот хотите на центральном столбике, провяжите из одной петли 2 столбика с 1 накидом, и будет это прибавление. Итак, я провязываю раппорт с 4 столбиками с 1 накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 раз. 7 раз получается. Здесь по стороне вяжу, как обычно, рельефный столбик и 3 столбика с 1 накидом. И по второму закруглению здесь тоже будет повторение раппорта с 4 столбиками с 1 накидом 7 раз. Заканчиваю вязать 6 и начинаю 7 ряд. 6 ряд заканчиваем соединительным столбиком вот здесь во вторую петлю подъема. И делаю 1 воздушную петлю для вязания 7 ряда. В 7 ряду вяжем столбики без накида, но над рельефными столбики вяжем столбики выпуклые, то есть вводим крючок впереди работы за вершину столбика и провязываем столбик без накида. Над обычными столбиками вяжем наоборот вогнутые столбики, то есть вводим крючок за ножку столбика за работой и провязываем столбик без накида. И так как здесь было по стороне чередование 3 обычных столбика и 1 рельефных, то получается я провязываю 3 вогнутых столбика и 1 выпуклый столбик. Итак, вяжем по рисунку столбиков ряд столбиками без накида по кругу. Я провязала 7 ряд столбиками без накида. В 7 ряду я не делала прибавлений по закруглениям, то есть вязала просто количество столбиков то же самое, что и в 6 ряду. И заканчиваю 7 ряд я немножко по-другому. Смотрите, вытягиваю рабочую петлю, ввожу крючок в первую петлю с изнанки на лицо и захватываю вот вытянутую петельку и протягиваю ее на изнанку. Затем затягиваю вот петлю и делаю 1 петлю подъема. Теперь смотрите, 8 ряд ввожу крючок с изнанки за вершину столбика и провязываю столбик без накида. И то же самое из каждого столбика вяжем вот такой вот столбик без накида. И получается на лицевой стороне остается косичка из петелек предыдущего ряда. Тоже не буду делать прибавление в этом ряду и провязываю столбики по кругу. Я провязала столбики 8 ряда, заканчиваю этот ряд обычным соединительным столбиком в первую петлю, то есть не в петлю подъема, а именно в первый столбик. И для начала вязания 9 ряда набираю 3 воздушные петли вместо первого столбика. Но перед тем как начать вязать узор, нужно перенести маркеры, которые отмечают петли на боковой стороне, именно на закруглении. Вот здесь я уже перенесла маркеры. И переношу маркеры очень просто. Здесь я не считаю как бы петли, количество петель боковых сторон, просто линейкой провожу линию. И здесь ставлю маркер вот на верхней петле, который отмечает конец закругления. И то же самое делаю внизу.
И здесь на петлях по боковой стороне буду вязать узор немножко в другом ритме, который я вам покажу. Итак, начинаем вязать 9 ряд, 3 воздушные петли, и из той же точки, то есть в тот же столбик вводим крючок и провязываем еще 4 столбика с одним накидом. Связав группу столбиков, теперь вытягиваю вот рабочую петлю, ввожу крючок вот за полупетли первого столбика и протягиваю, захватываю рабочую петлю и протягиваю ее через вершину первого столбика. Получается вот такая шишечка. Далее закрепляю вершину одной воздушной петлей, плюс набираю еще 2 воздушные петли. Далее вот от основания этой шишечки отсчитываю 2 петли по ряду, в третью петлю ввожу крючок и провязываю столбик без накида. Далее 2 воздушные петли и повторяем узор. Смотрите, делаем на крючок накид, пропускаем от столбика без накида 2 петли, в следующую, в третью вводим крючок и провязываем из этой петли 5 столбиков с одним накидом. Провязав 5 столбиков, вытягиваем рабочую петлю, вводим крючок в начале в вершину за 2 полупетли первого столбика, захватываем рабочую петлю и протягиваем ее через вершину первого столбика, получается шишечка. Итак, далее закрепляем одной воздушной петлей шишечку, 2 воздушные петли и провязываем столбик без накида через 2 петли от основания шишечки. Столбик без накида и 2 воздушные петли. Повторяем узор в том же ритме до вот отмеченной петли. Далее я немножко изменю ритм, чтобы сделать прибавки для закругления боковой стороны. Итак, в 9 ряду я довязала узор с шишечками до маркера. После шишечки набрала 2 воздушные петли. И смотрите, здесь для закругления я буду пропускать, то есть здесь я пропускала 2 петли для вязания столбика без накида. Здесь я пропускаю одну петлю, и вот как раз петлю, отмеченную маркером, провязываю столбик без накида, 2 воздушные петли. И чтобы связать шишечку, тоже пропускаю одну петлю и вяжу из второй петли, получается 5 столбиков с одним накидом для шишечки. И далее я буду вязать узор, пропускать одну петлю. Так, 5 столбик. Здесь формируем вершину шишечки. Петля для закрепления, 2 воздушные петли и пропускаем одну петлю, вяжем столбик без накида, 2 воздушные петли, пропускаем одну петлю и на вторую вяжем уже столбики для шишечки. Вот в таком более частом ритме мы вяжем на участке вот боковой стороне этот узор от маркера до второго маркера. По стороне пропускаем по 2 петли и по второй боковой стороне тоже пропускаем между столбиками одну петлю. Завершаю вязать 9 ряд соединительным столбиком вот в третью петлю подъема, или можно сразу провязать вот вершину шишечки соединительный столбик.
Обязательно между последней и первой шишечкой должно быть 2 воздушные петли, столбик без накида и 2 воздушные петли, чтобы узор по кругу сошелся. Далее вяжу 10 ряд, 1 воздушная петля, и 10 ряд вяжется очень просто. Из каждой арочки 2 воздушных петель провязываем 3 столбика без накида. Просто вводим крючок за арочку, вяжем столбик без накида. И из следующей арочки также 3 столбика без накида. Вот далее вершину шишечки пропускаем, и из следующей арочки 3 столбика без накида. В этом ряду вяжем столбики без прибавлений по кругу. Вот из каждой арочки 3 столбика без накида. Сейчас начну вязать 11 ряд. И смотрите, в конце 10 ряда делаем соединительный столбик. Как раз первая воздушная петля идет над вершиной первой шишечки. Делаем соединительный столбик, 1 воздушная петля подъема, и начинаем вязать следующие как рельефные элементы. Делаем на крючок 2 накида, и в начале крючок вводим за ножку столбика, вот, который идет до начала вязания шишечки, и захватываем рабочую нить и провязываем вот 2 накида с крючка. Первый накид и второй накид провязываем. Далее вновь делаю 2 накида, и после шишечки за ножку столбика без накида ввожу крючок и провязываю 2 накида. И затем делаю общую вершину вот этих столбиков. Получается, что у нас столбики обрамляют шишечку. Теперь смотрите, пропускаем 1 петлю, которая идет за рельефным столбиком, и теперь по столбикам предыдущего ряда вяжем 5 столбиков без накида до вершины следующей шишечки. Закончив вязать 5-й столбик, далее идет повтор узора. Делаем на крючок 2 накида, вводим крючок вот за ножку столбика до шишечки, провязываем 2 накида, далее делаю 2 накида, ввожу крючок за ножку столбика без накида после шишечки, тоже провязываю 2 накида и затем провязываю общую вершину рельефного столбика. Пропускаю вот 1 петлю за этим столбиком и далее по ряду провязываю 5 столбиков без накида. Таким образом мы вяжем узор до боковых сторон. Вот смотрите, вот эти вот узор, который идет между шишечками, здесь мы будем делать прибавление по боковым сторонам, и прибавок будет как раз по количеству вот раппортов узора на боковой стороне. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 полных раппортов, 7 столбиков мы прибавим по боковой стороне. Прибавки будут именно в увеличении столбика без накида. Сейчас я довяжу до боковой стороны и покажу, в каком месте лучше сделать прибавку. Я довязала узор до боковой стороны, вот провязала после маркера. Здесь 5 столбиков без накида. Далее рельефный столбик с 2 основаниями. И вот здесь вот над арочками вяжу 6 столбиков без накида. И вначале провязываю вот 2 столбика из 2 петель.
И из третьей петельки из одной вяжу 2 столбика, то есть делаю прибавление именно по центру. И после еще 2 столбика без накида. То есть всего 1, 2, 3, 4, 5, 6. И после вяжу следующий вот рельефный столбик с 2 основаниями. Первое основание на столбике без накида до шишечки, и второе основание вот на столбике без накида после шишечки. Здесь пропускаем, как обычно, 1 петлю за столбиком, и между вот рельефными столбиками на третьей петле как раз по центру делаем прибавление, провязываем еще 1 столбик без накида. Итак, всего я буду делать 7 прибавлений вот на повторении узора как раз между вот отмеченными маркерами петлями. По второй стороне то же самое. Заканчиваю вязать 11 ряд, и смотрите, последний повторение узора. Здесь рельефный столбик идет до и после последней шишечки, и как раз соединяется узор в круг. И здесь в конце провязываю уже без прибавлений 5 столбиков без накида. И заканчиваю ряд соединительным столбиком вот в первую петлю подъема. Начинаю вязать следующий ряд, 1 воздушная петля, и в этом ряду провязываю столбики без накида по кругу без прибавок. Дорогие рукодельницы, центральная часть коврика почти завершена. 13 ряд будет завершающий ряд центральной части. И далее уже переходим на вязание обрамления коврика красивым узором из рельефных листиков. Но этот узор я буду показывать во второй части вязания коврика. Смотрите, у вас коврик должен лежать абсолютно ровно, без фалд, без стягивания крайнего ряда. Смотрите, у меня по закруглениям немножко идет волна. Это нормально, так как я в 11 ряду сделала чуть больше прибавлений, чтобы в следующих 2 рядах больше не делать прибавлений для закругления вот этих боковых сторон. Итак, начинаю вязать 13 ряд. Заканчиваю 12 ряд, который был провязан просто столбиками без накида. Делаю соединительный столбик вот в первую петлю подъема. Вновь делаю 1 воздушную петлю подъема. И в 13 ряду будем вязать рельефные столбики вот на вершине вот этих вот 2 рельефных столбиков, которые соединены вместе. Для этого вот сразу первый рельефный столбик идет, заводим крючок за вершину от 2 столбиков и провязываем рельефный столбик с 1 накидом перед вязанием. Вот так будет лучше видно. Далее, смотрите, мы пропускаем вот 1 петлю по ряду и вяжем столбики без накида до следующей точки вязания столбика. 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков провязываю. Столбики без накида выполняем. 3, 4, 5. И здесь мы доходим до следующей вершины, довязываем столбики и вновь вяжем рельефный столбик с 1 накидом впереди вязания. Провязываем накид, вершину рельефного столбика. Далее пропускаем за работой 1 петлю и из следующей начинаем вязать столбики без накида и провязываем до следующей вершины вновь 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида. Так мы вяжем
до раппортов, которые идут по боковым сторонам. Так, раз, два, три, четыре, пять. Далее вновь идет рельефный столбик. Далее я вяжу так до боковой стороны. Вот раппорт вязания идет по боковой стороне. И здесь у нас уже между рельефными столбиками будет больше количество столбиков, так как мы здесь сделали прибавки. Поэтому раз, два, три, четыре, пять, 6 столбиков будет между рельефными столбиками. Именно на тех повторениях, вот, которые идут между маркерами, там, где мы делали прибавки. Заканчиваю вязание 13 ряда, делаю соединительный столбик вот из первой петли подъема в начале вязания ряда. И на этом первая часть вязания, центральная часть коврика, завершена. Далее смотрите вторую часть вязания коврика либо здесь по подсказке, либо внизу по видео по ссылке переходите. Там будем вязать обрамление коврика красивым узором с рельефными листьями.